Привет, я Ладислав, я самый жесткий русский тип. Это Эдвард. Это Саша с команды Нави. Меня зовут Егор Васильев, это видео на канале HyperX. Сейчас мы находимся на буткемпе в нашем доме в Киеве. Сегодня мы уже разбираем столы, тренируемся, подготовимся и скоро начнем играть. Вот. И сейчас я нашел время свободное, чтобы поделиться с вами советом при выборе мышки. Вот. В первую очередь, когда вы приходите покупать мышку в магазин, самое главное это понять, какая форма для вас удобна. Существует очень много разных мышек, там, с разными внутренностями от разных компаний, но самое первое, что вам надо выбрать, это форму, удобную форму, чтобы вам комфортно было держать мышку в руке, чтобы было комфортно ее передвигать. То есть когда вы почувствуете, что она ваша, вот вам комфортно с ней, значит такую форму и надо брать, потому что форма это очень важно. Мне очень важно, когда я покупаю мышь, чтобы она не была большая, не нужна маленькая, потому что у меня рука маленькая. Потом, не знаю как сказать, форма, shape, чтобы была по дефолту, а не как, например, там EC2 или DSLR. Не нужна дефолтная мышь. Конечно же, каждый человек индивидуален, и у всех разный хват. То есть тот стиль, которым ты именно держишь мышку. Некоторые люди привыкли держать ее вот так вот пальцами остро, если можно так выразить, некоторые мягко, всей ладонью. И, конечно же, степень фиксации от этого варьируется. Вот. Но, возвращаясь к самому важному критерию, на мой взгляд, это, конечно же, размер. Размер и форма. Некоторые мышки просто не подходят под определенные виды хватов. Вот. И поэтому я лично выбираю самые оптимальные, самые стандартные формы. Когда ты приходишь в магазин и ищешь для себя мышку, первым делом ты должен взять ее в руку и просто посмотреть, подержать, нравится она тебе, удобно или нет. Второе, на что обращаю внимание, это лазер мышки. Ну, сенсор очень важен. Если он быстрый, он не подходит, потому что я играю на сенсоре очень маленькой, и мне нужен хороший сенсор. Чтобы в ней не было рандомного числа DPI или там как банально, я не знаю, сделают 1100 DPI в мышке, и на этом DPI никто не играет в основном. Вы должны иметь возможность изменять параметр DPI, герцы. Желательно играть на 500 или 1000 Гц на мышке для самого плавного скольжения. И DPI, конечно же, это на усмотрителя. Лично я играю, в смысле, индивидуально для каждого. Лично я выбираю стандартный DPI 400. Некоторые играют на 800. Когда покупаете мышку, нужно поводить ей по коврику, по цветному изначально, чтобы не срывался сенсор, потому что есть некоторые мышки, у которых срывается сенсор, и когда вы ведете по цветному коврику, у вас улетает прицел в небо, и он начинает крутиться. Вот это вот не должно быть. Вы должны очень быстро попробовать поводить мышкой по коврику, потом медленно, четко посмотреть, не срывается ли она также по разным поверхностям, по разным цветам. Вот. Если все нормально, значит мышка хорошая. При выборе мышки я всегда смотрю и слушаю клик мышки. Для меня очень важен скролл мышки, потому что я знаю, что в таких мышках, как Zobi, Z12, когда ты прокручиваешь скролл, в момент игры он может прокрутиться еще раз просто так. То есть ты можешь просто пропрыгнуть, спалить свою позицию и проиграть важный раунд. Ты когда играешь, очень часто возникает ситуация, что многие игроки, практически все, прыгают на колесико для мыши, вверх или вниз. Ты когда играешь, у тебя оно почему-то, я не знаю почему, само срабатывает периодически. Например, там на мышках Microsoft такое очень часто было раньше. И оно прыгает само. А это может важный момент, важный раунд просто сильно подвести. Чтобы скролл изнашивался долго, потому что бывает такое, что после месяца использования мышки скролл становится уже практически сплошным. Он проскальзывает положение, ты когда вниз его листаешь, то идет не одна фаза, а пролистывается аж 5 фаз, допустим. Вот когда скролл на протяжении длительного времени остается на хорошем, как будто он новый, это, конечно же, показывает, что говорит о том, что мышка хорошего, высокого качества. Также мне важна поверхность мышки. Есть матовая, есть глянцевая поверхность. Матовая очень удобная поверхность, потому что на глянце остается вся грязь. Для всех, я думаю, также важен материал. То есть есть некоторые
кому все равно, из какого материала она, там, матовая, там, не знаю, с покрытием каким-то. Вот мне, например, неудобно, когда глянцевая мышка. У меня очень сильно начинает потеть рука, и она там может там, в середине раунда, в какой-то момент, когда там сфокусирован, тебе надо поставить жестко прицел, она может у тебя съезжать мышкой, и ты не будешь ее чувствовать в руке, из-за этого, то есть я не использую глянцевую, то есть я всегда играю на матовых сейчас. Хотя глянцевые не намного красивее смотрятся и прикольней. Самый оптимальный материал для использования для мышки, на мой взгляд, это матовый. Матовая поверхность, потому что когда твоя ладонь держит матовую мышку, даже если твоя ладонь потеет, все равно компенсируется за счет поверхности, терпкости поверхности, все равно компенсируется фиксация, достается на должном уровне. Еще одним фактором при выборе мышки, я считаю, должны являться боковые кнопки. Потому что если на мышке их нет, то вполне вероятно будет тяжело привыкнуть к пользованию этой мышки, потому что, например, как я знаю, очень много игроков используют всякие бинды и запрограммируют эти самые кнопки. Мне очень мешают кнопки, когда их есть много на мыши. Мне лучше, потому что когда держу мышь, мне они мешают, и лучше без них. Что по поводу боковых кнопок, я считаю, что лучше, чтобы они были, но немного, например, их 2. И очень важно, чтобы они были в таком месте, в котором их будет удобно нажимать, и ты их случайно не сможешь нажать. Также я смотрю на дополнительные кнопки сбоку, не будут ли они мне мешать при игровом процессе. Ножки, скейты. Еще важно иметь тефлоновые ножки, чтобы скольжение было очень гладким, потому что для меня лично это очень важный аспект. Я часто меняю ножки для мышек, потому что если мышка начинает плохо скользить, мне очень становится некомфортно играть, и это начинает напрягать. Мне еще важно, когда скейты на мыши снизу, они должны быть быстрее, потому что у меня сенса маленькая, а так мне это все помогает, и можно делать жесткие флейки. Скейты наклеиваю для того, чтобы получить, обновить, освежить скольжение по своему коврику, чтобы оно было идеально гладким, четким для своего эйма. Конечно же, очень важно еще понимать, какого качества кабель, для того, чтобы, вот я, допустим, киберспортсмен, я путешествую часто, складываю в коробку или в чехол свою мышку, кабель там подвергается различным изгибам, вот, и на то, насколько он качественно собран, сделан кабель, зависит от долголетия, долгожития твоей мышки, поэтому необходимо учитывать все критерии возможные при выборе мышки. Если провод очень толстый, он, например, не влезет в держатель, и будут проблемы, потому что мне важно, чтобы провод всегда фиксирован и не мешал во время игры. Все вышеперечисленные качества, безусловно, важны. И тот опыт, который сейчас имеет рынок девайсов в мире, может стать бесценным для разработчиков HyperX, ведь у них есть возможность создать нечто замечательное, выдающееся для всех геймеров в будущем. Насколько мне известно, сейчас готовится к выходу новая мышка от HyperX. Поскольку все прошлые девайсы от HyperX были очень хорошие, это и наушники, и коврики, и клавиатуры, все сделано на высшем уровне, как вы видите, почти все команды используют эти девайсы, то и я думаю, с мышкой не будет проблем, потому что они очень часто прислушиваются к мнению про игроков и советуются с ними. Скоро выходят мышки от HyperX, и я практически уверен, что они будут очень хорошего качества. Я ожидаю от мышки HyperX то же самое, что и произошло с клавиатурами и с наушниками. Я думаю, что успех повторится, и эти мышки понравятся всем. Спасибо, что смотрели видео. Я надеюсь, что я вам помог. Всем спасибо. Это видео на канале HyperX. Болейте за нас на StarLadder. Peace.